Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят. Мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Учитель танцев. Привет, Валя! Сегодня у нас вечер танцев. Пойдешь? Ой, не люблю я танцевать. Валечка, как жаль. А я так хотела потанцевать с тобой. Правда? Со мной? Ну, может, разве что один танец я смогу. Ура! Тогда поехали. Ты езжай вперед, а я догоню. Так, как же это делается? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой! Привет, Валя. А что ты тут считаешь? Привет. Я не считаю. Я танцевать пытаюсь. Как-то странно у тебя получается. Я знаю. Не люблю я это. А зачем тогда танцуешь? Понимаешь, лисичка позвала меня танцевать с ней, а я не умею. Так и скажи ей об этом. Нет, нельзя. Тогда она не будет со мной танцевать. Что же мне делать? Как что? Научиться, конечно. Это же легко. Вот, смотри. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как здорово. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ой, прости, Кеша. Не понимаю, что зачем идет. То ли правая нога налево, то ли левая направо. Ой. Слушай, да не важно, как ноги двигаются. Это же просто танец. Тут главное верить в себя, а остальное приходит. Да, но я все время путаю ноги. Вот бы знать, в каком порядке их ставить. А у меня есть идея. Готово! Танцеватор 2020! Все просто! Наступаем на следы на земле, и получается танец! А теперь ты! Ого, Кеша, я танцую! Я танцую! Еще бы ты не танцевал! Я кого хочешь, чему хочешь научу! Ну что, готов станцевать с лисичкой? Готов! Валя, как здорово, что ты пришел! Ой, я просто зашел посмотреть. А теперь танец специально для Вали и лисички. Ой-ой, беда. Как здорово ты танцуешь! Спасибо. Ой, Новый танец! Валя, пойдем! ой, я не очень танцую. У тебя так хорошо получается! Нет, это все Кешин танцеватор. Я не умею танцевать без него. Вообще-то очень даже можешь. Правда? Да, танцеватор давно выключился, а ты продолжал танцевать. И очень здорово, мне понравилось. Давай станцуем еще. Ну, я попробую.
Спасибо, Кеша. Без тебя я бы не справился. На здоровье! Я же говорил, танцевать легко. Главное верить в себя. Ой! И еще смотреть по сторонам. Рок-звезда. Вместе по лесу идут, собирают шишки. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют. Привет, лисичка! Здорово играешь и поешь. Привет, Кеша! У меня музыкально-компотное настроение. Хочешь компот? Компот? Конечно, хочу. Спасибо, лисичка. Ого, Валя, ты тоже музыкант? О, привет, Кеша. Ну так, немного. Музыка наполняет день красками и радостью. Точно, Валя! Вот я прям чувствую, что мой день наполняется музыкой. И, как ты сказал, радостью. Увидимся, Валя! Ого, Тучка! Да у тебя тут целый оркестр! Классно получается! Спасибо, Кеша. Музыка нужна, чтобы радоваться. А лучше всего радоваться вместе с друзьями. Ух ты, Тученция! Отличная идея! Зови всех ко мне! Прекрасно, Ты Кеша. такой молодец! Просто звезда. Ага. Как здорово, что мы будем играть с тобой в одной группе. Конечно, здорово! Я буду лидером. У нас будут концерты и много-много поклонников. Идем репетировать. Раз, два, три, начали! Стоп! Кеша, что случилось? Куда вы все сразу начали? Ну, ты же сам сказал. Это я себе сказал. Лидер группы должен прозвучать первым. Ну ладно, Кеша, давай начнем сначала. То есть ты начнешь. Раз, два, три, четыре. Стойте! Кеша, что опять не так? Да, все же здорово! Здорово! Вот только из-за вас мою гитару почти не слышно. Стойте! Лисичка, ты слишком красиво играешь. Спасибо, Кеша. Я стараюсь. Пожалуйста, но постарайся играть похуже. Все-таки главная звезда — это я. Но, Кеша, мы же в группе. А твоя труба, Валя, меня вообще сбивает. Соня, ну хватит шуршать. Вы лучше просто танцуйте. Ну уж нет, не хочешь с нами играть? Так и скажи. Идем, Соня. Кажется, у нашей звезды звездная болезнь. Пойдем, лисичка. Кеша. Я, пожалуй, тоже пойду. Ну и ладно, поехали. Наконец-то лидер звучит как надо в нашей группе. Только нет теперь никакой группы. Вместе радуют ребят мишки, мини-мишки. Кеша, Ой, а чего ты в кусты залез? простите меня, друзья. Я забыл, что музыка нужна, чтобы радоваться. И заболел звездной болезнью. Ну,
Если ты уже поправился, добро пожаловать в группу. Спасибо, ребята! Плакса. Бросай мне! Я открыт! Да ты все равно промажешь! Молодец, Тучка! Всем привет! Привет! Сколько можно гонять мяч? Давайте поиграем в балет. Балет — это же для девчонок! А вот и нет. Вам понравится. А правда, почему бы не поиграть во что-то новое? Да, я тоже не против. Ладно, поиграем в твой балет. Но сначала нам нужно закончить матч. Да, у нас игра до 10 очков. Это вы до вечера играть будете. Я хочу балет прямо сейчас. Ха! А я хочу попадать в корзину с закрытыми глазами. А я хочу балет. Соня, ты чего? Соня, не плачь! Ладно, ладно, давай играть в твой балет. Отлично. А еще глупее костюмов не было. Вы ничего не понимаете в балете. Итак, главная роль у меня. Сейчас я расскажу, кто что должен делать. Тучка, тебе нужно махать руками, как ветками. Лисичка, у тебя очень важная роль. Ты должна говорить «ква-ква» и прыгать. Саня, я отказываюсь участвовать. Это не балет, а какой-то цирк. Да, мне что-то тоже не очень нравится. Давайте придумаем костюмы вместе! Нет, это моя постановка. Ну, если твоя, тогда играй одна. Что? Ой, кажется, Соня опять расстроилась. Ну, хватит плакать. Мы на все согласны. Раздавай роли. Так-то лучше. Давайте репетировать. Браво! Браво! Спасибо, спасибо. Держи, лисичка. Мне очень понравилось, как ты исполнила партию лягушки. Спасибо, Валя! Я старалась! А как же я? У меня вообще-то была главная роль. Опять началось. Соня, ну не плачь! На, возьми букет! А почему это вы не зовете на бис? Бис! Бис! Знаете, по-моему, Соня плачет не по-настоящему. Да, она просто притворяется, чтобы заставить всех делать так, как ей хочется. Точно, с этим пора заканчивать. Надо отучить ее плакать. Но как? Вот видите, всем понравился наш балет. Предлагаю отметить это вечеринкой. Собираемся у лисички. Мальчики, кажется, у меня есть идея. А вот и торт. Выбирайте, кому какой кусочек. Мне с фигуркой. Я тоже хочу с фигуркой. А я первая сказала. А я... Ты чего? И я хочу этот кусочек. Я тоже хочу. Хватит, пожалуйста. Давайте поделим фигурку на всех. Так лучше. Вот видишь, что бывает, если все начинают притворяться. Да, простите.
Я вела себя некрасиво. Ешьте фигурку без меня. Фигурок на всех хватит. Спасибо, лисичка. Мишки на льду. Все-таки какой же у нас классный каток. Ну, во что играть будем? Конечно, в хоккей! Лисичка, ты чего? Мы же в хоккей играем. А мне фигурное катание нравится больше. Не, фигурное катание какое-то скучное. А хоккей ваш какой-то грубый. Играйте сами без меня. Без тебя нельзя. Надо, чтобы 2 на 2. Ну хорошо, давай сначала играем в твое фигурное катание, а потом в наш хоккей. Ну ладно, я согласна. Отлично! Ради хоккея мы готовы на все. Даже на фигурное катание. На льду знаменитая пара Цыпа и Лисичка. А сейчас тройной, четверной, мегасложный тулуп, тулулуп, пуп. Вот так. А теперь оценки судей. Лисичка, а где остальные оценки? У нас тут только 10 баллов. А мне меньше и не надо. И первое место достается мне. Мне теперь можно вручить кубок. Лисичка, это ерунда какая-то. Мы с Тучкой что-нибудь придумаем. Правда? Только я хочу, чтобы свет и музыка, и чтобы платье с блестками. Сейчас все будет. Лисичка, мы тебе целое выступление придумали. Значит так, вот что нам надо. Ну как, Цыпа? Да! Ага, классно придумал. Ого! Кеша, я знаю. Ай! Ну, вроде готово. А теперь оценки судей. Спасибо большое, мальчики. Было здорово. Классно покатались. Ну что, теперь в хоккей? Как? Прямо сейчас? За кого мне играть, а? Лисичка, мы же пирамидку с тобой не отработали. Да, да. И этот, как его, тройной тулуп у Кеши тоже не очень. А как же хоккей? А давай так, еще немного играем в фигурное катание, а потом твой хоккей. Ну хорошо.
песня для лисички. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют. Мишки! Мимимишки! Мимимишки! Эх, везет же вам! Поете свою песенку. Ну а кто тебе мешает? Пой с нами. Нет, у вас песенка про мишек, а про лисичку нет песенки. Ой! Лисичка, да что же ты молчала? Мы сейчас тебе придумаем песенку. Самую лучшую. Будет у тебя суперхит. Тучка, умеешь писать стихи? Я-то? Я не знаю, я не пробовал еще. Ну-ка давай, ты же у нас поэт. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год. Вот. Так, стоп, стихи не годятся. Слишком просто. А мне понравилось. Я сейчас покажу, как надо. Сто 42, 33, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12. Что это за стихи такие? Современные, то, что надо для песни. Песни? Твои стихи под музыку не споешь. А вот мои, пожалуйста. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год. Вот. И мои стихи можно спеть легко. Сто 42, 33, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12. Так здорово! Мне все так нравится. А можно я попробую? Подожди, лисичка. А как же танец? К песне танец нужен. Кеша, ты можешь вот так? Так? Конечно. Лисичка, поешь и танцуешь вот так. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год. Вот! Отлично! Отлично! 104, 42, 33, 15, 8, 9, 10, 2, 50, 12. Можно я? Погоди, чего-то не хватает. А чего, Кеша? Песни есть, танец есть, хоть сейчас на сцену. Вот, нужна сцена! Лисичка, мы тебе такую сцену сделаем! Ух! Во, сейчас пойдет луна. Вот это ты классно придумал. Ага, теперь снег. Микрофон. Все, лисичка, давай. Облака плывут, лисички поют, солнце светит круглый год. Вот. Ну как, вам понравилось? Ну, да, неплохо. Ну, надо еще тренироваться. Еще тренироваться, вот. Вот верно. Облака плывут, лисички поют. Ну как, уже лучше? Да, уже лучше. Продолжай тренироваться. Облака плывут. Все, сегодня больше не тренируйся. Но я могу еще. Нет, ты уже устала. А вы меня научите? Завтра, лисичка, продолжим завтра.
Зубная фея. Ну, лисичка, классная у тебя пижамная вечеринка. Да ладно, и все? Хочу еще играть. Уже поздно, надо чистить зубы и спать. Зубы чистить? Вот еще. Ну уж нет. Как это? Ты не чистишь зубы? Конечно, зачем это надо? Да и вообще я уже чистил один раз в этом году. Время только тратить на эти зубы. Что это? Зубная паста? Так, это кто это у нас тут такой смелый? Ага. В ванной спрятались. Попались. Вау! Вот это круть! Где это я? Это наше зубное царство. О! А вы еще кто такие? Я зубная фея, а это мой Паш. Пойдем, Иннокентий, я покажу тебе наши края. А это король Белозуб. Поприветствую его. Привет, король! Я тип Кеша. Ну что, со всеми познакомились? Теперь можно и покататься? Конечно, Иннокентий, веселись! Слушай, а у вас тут ничего так весело? Ой, что это? А это еще что за чучело? Это Микробус! Он ненавидит нашу страну и мечтает ее разрушить! Эй, ты, Громила, полегче! Фея, позовите охрану! Нас никто не охраняет! Мы, жители зубной страны, совершенно беззащитны! О, тогда плохи ваши дела. А как мне домой вернуться, не подскажешь? Иннокентий, ты наша надежда! Помоги нам справиться с Микробусом! Это чудовище боится только одного — зубной пасты. А теперь ступай, судьба нашего королевства в твоих руках. Ладно, Микробифобиус, держись. Иннокентий, торопись! Микробус! Спорю, ты не знаешь, с какой буквы начинается алфавит! Молодец! Хоба! Иннокентий, ты наш спаситель! Ну, не все же веселиться. Иногда надо и мир спасать. В знак благодарности за спасение нашей страны и на память о ней я дарю тебе эту зубную щетку. Щетка! Какая-нибудь необычная, наверное. В добрый путь, Иннокентий! Так. Фу ты! Эх, значит, приснилось. Так, а это еще что? Откуда она? Это же щетка короля Белозуба. Кеша, ты что, чистишь зубы? Фу, я? Да никогда в жизни!
пропавший торт. Вместе по лесу идут, собирают шишки, ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла. Мазила! Это я, Мазила? Не уйдешь! Ты чего? Вечеринка у лисички. Приглашаются все желающие. В конце вечеринки торт. Вход в костюмах. Круто! Значит, мы идем. Вход только в костюмах. Ты будешь делать костюм? Нет. И я нет. Хотя есть одна идейка. А теперь пришло время для торта! Ой, а где торт? Эй, лисичка, где торт? Я, между прочим, ради него всю ночь костюм делал. Он был, честно-честно. Вау, Цыпа, клевый костюм. Не то, что это лошадь. Стоп, а где лошадь? Странно, исчезла куда-то. Ага, исчезла вместе с тортом. Так, я здесь, лисичка здесь, Цыпа здесь. Значит, воришка, Тучка. Я не верю, этого не может быть. Ты плохо знаешь медведей. Ради сладкого они готовы на все. Кеша, ты же сам медведь. А я тоже готов. Всю ночь костюм делал, чтобы торт поесть. Ворвемся неожиданно. Ха-ха! Попался! Это еще что? Да вот, костюм парохода. Почти доделал. Ой, придется заново. Тучка, вечеринка уже закончилась. Правда? Эх, не успел. Хватит заливать! Мы знаем, что ты был на вечеринке. И значит, торт стянула лошадь. Нет, я был дома. Мой костюм лошади куда-то пропал, и мне пришлось сделать другой костюм парохода. Не прикидывайся, где он? Или ты его уже съел? Значит, это не ты был лошадью? Да нет, я повесил свою лошадь вот сюда, а когда хотел надеть, ее уже не было. Ой, смотрите, это же Санина. Сонь, ты не видела мою рогатку? Рогатку? Здрасте! Не это ищете? Это. А мы ищем наш торт. Какой еще торт? О, это же коробка от моего торта. А вот и моя лошадь. А ну, признавайся, где торт? Там. Вы его съели? Не расстраивайся, лисичка. Кажется, я знаю, кто испечет нам новый торт. Ну вот, угощайтесь. А что, неплохо получился. Да, это все я испекла. Нет, я. Ты только мешала мне. Это ты мешал. Нет, ты. Нет, ты.
талантов. Не убежишь, тученцы! Ладно, я вожу. Внимание, внимание! Скоро в нашем лесу будет проходить музыкальный конкурс талантов. Участвовать могут все желающие. Приз – торт. Обожаю конкурсы. Таланты – это про меня. Торт. Участники конкурса, запишитесь. А что делать-то нужно? Подготовить музыкальный номер. Только и всего. Не переживай, приз все равно будет мой. А это мы еще посмотрим. Ладно, придется готовиться. Так, что у нас тут? Да, как-то не очень это музыкально. О, гитара! То, что нужно. Правда, играть я на ней не умею. Ладно, буду учиться. Ну, скоро ты там? Сейчас. Последняя деталь. О, готово. Смотри. Ничего себе! А играть ты на всем этом умеешь? А зачем? И так здорово. Раз, два, три, поехали! Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают книжки. Не нравится? Ничего, сейчас техника все исправит. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют и читают Фонограмма! книжки. Так все звезды поют. Но это еще не все. Мне нужен танец. Ну, зажигаем! Я объявляю музыкальный конкурс талантов открытым. И первыми на эту сцену приглашаются Саня и Соня. Ничего себе! Вот это номер! Да уж, тоже мне удивили. Начинайте уже! Спасибо. Этого достаточно. Мы оценили. А я еще даже до трубы не дошел. Эх, ну ладно. Иннокентий, ваш выход. Ну, держитесь! Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вот это талант! Молодец, Кеша! Вместе песенки поют и читают книжки. Неплохо. Это же наш конкурент. Вот ведь неудача. Ладно, попробую сам. Сочиняют, мастерят эти шалунишки. Вместе радуют ребят. Мишки, мимимишки. Да. И, наконец, наш последний конкурсант Тучка. На севере ели такие большие, и звезды огромные, словно во сне. Тюлени, морожка, кедровые шишки, и только друзей не хватало-то мне. Браво! 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 Вам правда понравилось? Да это было просто супер! Покажешь пару аккордов? Конечно! Но сначала все за торт!
День рождения Тучки. Ура! Победа! Ладно, пора расходиться по домам. Да, уже темнеет. Подождите, у меня небольшое объявление. Приглашаю всех завтра ко мне на день рождения. Я приготовлю северные угощения и развлекательную программу. Будет весело. Здорово! Жду всех к 5 вечера. До встречи. Так, список готов. Теперь надо все проверить. Граммофон на месте. Ягоды для торта мороженое сушатся. Заготовки для бумажных фонариков. Порядок. И обязательно прибраться. Да, дел завтра много. Встать придется еще до рассвета. Спать осталось всего пару часов. Что там у меня по списку? Только не спать. Пусть клей подсохнет и останется только разукрасить. Ого. А пока можно заняться тортом. Так, еще немного. Ого. Пусть варится, пойду достану проигрыватель. Ой, осталось подобрать пластинки. О, краски. Фонарики, наверное, уже высохли. Ой. Кажется, готово. Можно заливать в формочку. Надо поставить его в холодное место. С днем рождения! Я не спал. А где обещанная вечеринка? У меня почти все готово. Вот торт. Это торт? Ага. Сейчас включу музыку. Пластинки во дворе, на веревке. А что они там делают? Сушатся. Они же покрашены. А это что? Ой, фонарики. Фуф, это был всего лишь сон. Скорей за уборку. Пойду за граммофоном. Тученце, именинник, выходи! Как? Уже 5? Никого нет дома. А чей тогда голос? Не знаю. Ничей. Выходи уже! Простите, но в этом году мой день рождения отменяется. Почему? Я хотел подготовить все как следует, но так крепко уснул, что ничего не успел. Ерунда! Мы тебе поможем. Правда? Конечно! А теперь подарки. Жемчужина севера из чистого шоколада. И набор праздничных свечек для торта. Пластинка с голосами птиц. А у нас настольные игры. Вот здорово! Спасибо, друзья! Приглашаю всех за стол. Фото на память.
лучше. Вот, Тучка, что бы мы делали без моей крепости строительной машины? Ага, здорово получилось. Правда, больше на шалаш похоже. Привет, мальчики! Какой у вас большой шалаш? Это крепость. А, ну да, конечно. Я вам пирогов принесла. Подкрепиться. Вот это хорошо. Любой крепости нужно подкрепление. О, классный у вас шалаш. Только неустойчивый какой-то. Это крепость, и она очень даже устойчивая. Это что? Ну, я кое-что в крепостях понимаю. Вот, сделала. Ладно, крепость построила. Теперь пойду спортом позанимаюсь. Хоп! И еще один. И прыжки. И закрытыми глазами. Ну дает. Потрясающая точность. Да, лисичка? Обычная точность. Вот чтобы пирог приготовить, знаете, какая точность нужна? У меня есть ее автограф. Ребята, а давайте сходим в поход. Я пирогов напекла. Хорошая идея про поход. Ну что, мальчики, за мной? А пироги? Пироги я и сама напекла. Не так уж тяжело их печь, как оказалось. Лисичка, может, как-нибудь в следующий раз? Ты не переживай, лисичка. Я как из похода приду, обязательно и твои пироги доем. Мы же друзья. Она само совершенство. Да, настоящий лидер. Привал. Мои пирожки. Надо поесть, пока они свежие. А они точно свежие? Свежее не бывает. Что-то он какой-то тяжелый у тебя. Ну, может, я и перепутала, что в рецепте. Совсем несъедобно, да? Так, кому моих пирогов с малиной? Мне. И мне. Почему-то я знала, что вы проголодаетесь. Спасибо. Я и не думала, что пироги так тяжело делать. Научишь? Конечно, научу. Мы же друзья. Лисичка у нас такая молодец. Как же мы этого раньше не видели? А мы думали, что лисичка только пироги печь умеет. Ага, а лисичка у нас все может, все умеет. Ох уж эти мишки-мальчишки.
мисс Лес. Какое красивое платье! Да, и корона. Конечно, это же мисс Мира. Соня, а давай устроим такой же конкурс у нас. Точно, мисс Лес. Выхожу 1 на 1, обвожу вратаря, ворота пустые. Вот это будет гол! Что такое? Нарушений не было. Внимание! Важная новость! Скоро у нас будет проводиться конкурс «Мисс Лес». Здорово! Я участвую! Подождите, это же для девчонок. Конечно, поэтому Тучка, Валя и Цыпа будут в жюри. А Саня и Кеша болельщиками. Я буду болеть за Соню, она победит. А это мы еще посмотрим. Итак, на первом этапе конкурса девочки представят нам поделки своими руками. Просим участниц на сцену. Лисичка, подожди! Тряпичная кукла? Ты чего? Такой поделкой мы не выиграем. Стой здесь. Дай-ка посмотреть. Бумажный цветок? Нет, так не пойдет. Сейчас я что-нибудь придумаю. Занавес. Я представляю дорогому жюри многофункциональный цифровой компас для походов на Луну. Браво! Браво! А у меня пиратский корабль. Скажи, что пушки можно пульками заряжать. Пушки можно пульками украшать. Ой, заряжать. Молодец, Соня! Немного странноватые поделки. Да, ну что ж, завтра нас ждет второй этап конкурса. Лучшее блюдо. Просто пирог? Кого этим удивишь? Давай помогу. Черничный пирог? Скучновато. Надо как-то оригинально упаковать. Оригинально? Итак, что же приготовили наши конкурсантки? Супер-мега-чиз-фиш-гамбургер. Здорово! А у меня черничный пирог для космонавтов. Вот это да! Ну что, попробуем? Можно и я воздержусь? Я тоже. Тогда остается последний этап. Лучший наряд. Готовься проиграть. Лисичкин наряд просто фантастика. Ха! Ты еще не видел, что я приготовил для Сони? Прошу тишины. Участницы, приготовьтесь. Занавес. Ну что ж, спасибо. Теперь я попрошу жюри выставить оценки за каждый конкурс. Лучшая поделка. Да вы чего? Лучшее блюдо. Пропустим. Как это пропустим? Я целый пирог в тюбик запихал. Ты? Ну, конечно, я. А вы думали, лисичка? Еще скажите, что вам Сонин костюм не понравился. Я его всю ночь сделал. Подождите, но конкурс-то был для девочек. Вот именно. Мы подготовили совсем другое. Вот, смотрите. Как красиво! Платья девочкам гораздо больше идут. Да, зря мы им мешали. По итогам конкурса титулом «Мисс Лес» награждаются обе участницы. Спасибо, друзья.
Девочки против мальчиков. Так, кому еще добавки пирога? Мне! А мне 2. Мальчики, яблочный компот. Здорово! Какие же вы у нас хорошие! Ну все, нам пора на игру. Спасибо. Приходите за нас болеть. Тучечка, молодец! Молодец, Кеша! Вот мальчишки сами играют, а нас не принимают. Почему не принимают? Очень даже принимают. Смотри. Кеша! А можно мы с вами поиграем? Лисичка, из-за тебя я промазал. Мы почти выиграли! Выиграли? Да вам нас никогда не догнать! Лисичка, иди лучше на трибуну. Болейте за нас, а не за тучку. Ага, как пироги есть, так вы первые, а как играть, так без нас. Ну, баскетбол — это не для девчонок. Ах, так! Тогда и пироги не для мальчишек. Ха, отлично! С сегодняшнего дня девочки отдельно, мальчики отдельно. Саня, подожди! Да не трусь ты, тученцы. Накормлю я тебя пирогами. Страна мальчишек. Страна девчонок. Опять пирог? Их и так уже ставить некуда. Что случилось, лисичка? Наверное, духовка сломалась. Не знаешь, как починить? Может, попробуем покрасить в розовый? Или еще цветочками можно украсить? Нет, Соня, здесь нужны мальчики. Опять чипсы. С грибным вкусом. Завтра будут с каким-нибудь другим вкусом. Эх, а девочки сейчас, наверное, торт едят. Знаете, я тут подумал. Я тоже об этом подумал. Пойдем, Кеша, туда, куда мы оба подумали. Лисичка, Соня, мы были неправы. И вообще, в баскетбол могут и девочки играть. Мальчики, мы тоже немного перестарались. К тому же, у меня и духовка сломалась. Так я ее и починить могу. Так значит, мир. Молодец, лисичка! 5-0 в нашу пользу. Лисичка, может, ты уже пироги пойдешь готовить?